Друзья, мира и здоровья всем! Рад приветствовать вас на своем канале. И если вы любите вкусный, настоящий холодец без желатина, значит вам сюда. Давайте приступим. Для холодца я взял 3 вида мяса. Это будет свиная рулька, говядина с косточкой, куриные четвертины, свиные ножки. Можно варить в принципе из любого мяса, кто из какого хочет. Если кто-то не ест свинину, можно сварить из говядины, из курятины. Можно просто из курятины, можно просто из говядины, вариантов много. Самое главное, чтобы там были желирующие вещества. Жилки, кости, соединительная ткань. Можно использовать куриные лапы, почистить, отрезать когти. Тоже очень хорошо желируется. Ну еще нам для холодца понадобится чеснок, соль, перец, 4 небольших лавровых листа, 10 горошин душистого перца и 25-30 горошин черного перца. Также морковка, 2 луковички, я их не чищу, чтобы у бульона появился золотистый оттенок. И кусочек корня сельдерея. Для украшения я сварю отдельно морковку и зеленый горошек. Варить мы будем вот в этой кастрюле 10-литровой, потому что столько мяса в другой объем как-то не влазит. Сейчас уложим мясо в кастрюлю, зальем водой и поставим на огонь. Мясо укладываем так. Сначала кладем рульку. Рульку я разрезал с 2 сторон, чтобы она лучше проваривалась. Потом кладем свиные ножки, говядину с косточкой и куриные четвертины. Вот так мы уложили в кастрюлю мясо. Теперь будем заливать ее водой. У меня здесь 5400 килограмм мяса. На это количество я залил 5 литров воды. Воду больше доливать не будем. Какая-то часть из нее испарится. Доливать воду нежелательно, потому что холодец может не застынуть. Ставим на огонь, доводим до кипения, будем снимать пену, добавлять специи и овощи. Вот холодец начинает закипать. Снимаем пену аккуратненько. Я первый бульон не сливаю. Просто хорошо собираю пенку. Вот я собрал пенку. Бульончик чистенький. Ну, в процессе варенья еще будет появляться, потому что мяса много. Белок коагулируется и будет подниматься. Будем выбирать дальше эту пенку. А сейчас пока добавляем овощи. Сейчас добавляем морковку, 2 луковички, корень сельдерея, перец душистый, перец черный, горошек, лавровый лист и добавляем соль. Соль добавляйте по вкусу, но не сразу всю соль, потому что бульон еще испарится. Чтобы не пересолить бульон, дождемся окончания варки, попробуем бульон и сделаем его чуть-чуть пересоленным. Тогда холодец, когда застынет, будет иметь хороший вкус и хорошую консистенцию соли. Вот холодец закипает, ставим его на минимальный огонь, чтобы бульон только шевелился, не булькал, ничего. Просто такое легкое шевеление. Тогда бульон будет чистым, прозрачным и не будет этого шума. Закрывать крышкой холодец плотно не надо, можно прикрыть. Вот так положим палочки от суши и просто сверху на них поставим крышку. И оставляем холодец вариться часов на 5-6, не меньше. Через 2 часа вытащим овощи, которые сварятся, и будем продолжать варить холодец дальше. Итак, прошло 7 часов, холодец у нас доварился. Сейчас мы будем вынимать мясо из кастрюли, переложим его в миску для дальнейшего остывания, после чего будем разбирать мясо, отделять от косточек, бульон процедим, заправим чесноком, пробуем на соль и будем подготавливать посуду для холодца, куда мы будем формировать. Но пока выкладываем мясо. Берем шумовочку и аккуратненько вынимаем мясо из кастрюли. Бульон горячий, нужно перекладывать осторожно, чтобы не брызнуло. Мясо очень хорошо проварилось, косточки вот уже отделяются. Рулька вся уже развалилась. Ножки свиные переложим отдельно от мяса. Так, сейчас процедим бульон. Возьмем вот так вот марлю.
Вот бульончик мы процедили. Бульончик чистенький, прозрачный. Сейчас мы его заправим чесночком, чтобы он настоялся. Попробуем на соль. Соли добавим еще чуть-чуть. Бульон соленый, но нужно, чтобы он был чуть-чуть как бы пересоленный. Так, еще раз попробуем бульон. Вот сейчас то, что надо. Чуть-чуть вроде бы как он пересоленный, но это нормально. Натираем сюда 3 зубочка чеснока. Перемешиваем и даем немного настояться, чтобы бульон впитал аромат чеснока. Потом мы этот бульон еще раз процедим. Итак, мясо чуть-чуть подостыло. Моем руки чистыми руками, перебираем мясо руками голыми для того, чтобы выбрать все косточки, чтобы, не дай бог, не попала косточка на зуб, когда ешь холодец, и не наделала беды. Мясо нужно разбирать голыми руками, без перчаток, чтобы чувствовать каждую косточку, каждую жилку. Сейчас мы его переберем, все поотделяем, потом будем нарезать. Нарезать, добавлять чеснок, перчик, может быть подсолить, и дальше будем формировать наш холодец. Мясо без костей, без жилок. Шкурку с курицы я не убираю, это тоже своего рода коллаген. Хрящики собакам, косточки собакам. Косточки хорошо отделяются от мяса. Ну и вот так вот. Сейчас я переберу все мясо и потом включимся. Вот мясо я перебрал, нарезал. Получилось вот такое ассорти. Свинина, говядина и курятина. Добавляем чесночка. Добавлять можете по вкусу. Пробуйте на соль, перчика черного. Все это перемешиваем и будем формировать наше блюдо с холодцом. Попробуем, что мы натворили. Можно еще добавить соли. Ждем, пока остынет бульон, и будем формировать. Итак, бульон холодца у нас подостыл. Сейчас будем раскладывать мясо по формочкам. Формы могут быть любые. Может быть вот такая форма. Может салатник. Можно в креманочки в какие-то. Даже можно вот такая форма из-под фарша. У кого что есть. Выкладываем мясо в форму. Разравниваем его. Можно украсить холодец. Попробуем один. Ну вот, мы разложили мясо по формочкам. Не по всем, просто стол маленький. Я сейчас разолью все это и следующую партию буду заливать. И начинаем заливать его бульоном. Сначала разливаем по половинке, потом будем доливать. Вот так залили по формочкам. Можно украсить, если хочется. Все, теперь ставим в холодное место, в холодильник, на балкон, если позволяет температура. Ждем, пока он застынет, и будем пробовать. Вот такой холодец у нас получился, без желатина, на натуральном желатине, как говорится, на натуральном коллагене. Хорошо застыл, держится.
Это вот холодец из такой формы. Опускается в горячую воду на минутку и потом переворачивается вот так вот. Давайте попробуем. Можно с горчичкой, можно с хреном, можно с уксусом, кому как нравится. Ну и попробую без ничего. Просто холодец. Какой он получился на вкус. Просто супер. Мясо с чесночком, бульон в меру соленый. Все, что нужно, все в нем есть. Отличный холодец. Советую вам приготовить. Если вам понравился рецепт, обязательно его приготовьте. Не пожалеете. Холодец получается изумительный. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте палец вверх, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Пока!